Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами разберем косяки. Да-да, в работе каждого мастера бывают косячные моменты, когда что-то идет не так. Поэтому не забудьте подписаться на канал, потому что впереди будет еще много интересных роликов. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения. Мы же с вами начинаем. Итак, сегодня у меня руки моей любимой Настюхи. Вы эти руки знаете, мы с вами на канале постоянно с ними работаем. Настюха изменница изменила мне с моей Аней, потому что я была в отпуске, и вот теперь она вернулась ко мне на коррекцию. Как обычно, мы ей снимаем материал, убираем немножечко длину, готовим ногти под коррекцию, будем делать быстренькую коррекцию и далее рисовать дизайн. Как обычно, по классической схеме подготавливаем наши ноготочки. Не забываем проработать пилочкой натуральный ноготок для того, чтобы вспушить чешуйки анихобластов и для того, чтобы они лучше сцеплялись с искусственным материалом. Отодвигаем кутикулу, убираем птериги для того, чтобы не мешать анихобластам сцепляться с материалом и для того, чтобы не было у нас отслоек. Потому что клетки кожи, которые находятся в птериге, у нас не могут сцепляться с материалом. Как правильно говорить птериги, птериги или еще каким-то образом с какими-то ударениями, не имеет совершенно никакого значения, потому что вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Если же вы не совсем понимаете, о чем идет речь, то у вас обязательно отслоенный материал в районе кутикулы. Ну и плюс хорошо зачищенный птериги потом помогает вам сделать маникюр чистенько. Поэтому на этом этапе уделяем немножечко больше внимания. Далее, как обычно, наносим праймер, базовый гель и готовы наши ноготочки для нанесения моделирующих материалов. Моделирующие материалы у нас бывают самые разные. Бывают гели средней вязкости, которые самовыравниваются, при помощи которых можно смоделировать безопильной техникой. Как вы делаете гель-лаковую базу, то есть нанести капельку, перевернуть ручку и получить вот такую вот линзочку без опила. Но поскольку я все равно фанат опила и пилить буду в любом случае, и мы сегодня будем работать полиматериалами, полигелями, их еще называют акрилатики, их еще называют акригели, комбигели, как угодно их называют. Тем не менее, это один и тот же материал. Так вот, при помощи этого материала мы выстраиваем ноготочек, и обратите внимание, у Настюшки слегка стремящиеся вверх ноготочки, не сильно трамплинообразные, совсем немножечко задирающиеся, поэтому я и чуточку опускаю вниз нижние параллельки для того, чтобы выровнять ноготки по оси. Что такое ось пальца и где ее искать, посмотрите, у меня на канале есть ролик «Схема опила сам себе мастер», где я на своих ручках объясняла, как это все пилится. Далее по стандартной схеме делаем опил. Кто не видел, посмотрите.
А вот теперь у нас начинается все самое интересное – косяки. Итак, сегодня мы с Настюхой решили сделать желтые ногти. На самом деле желтый гель-лак – это самый противный материал у всех торговых марок. Почему-то именно желтый пигмент сохнет хуже всего. Он либо прозрачный, либо не сохнет, либо не желтый, потому что для того, чтобы он был непрозрачный и сох, его разводят белым красителем. То есть получается такая себе желтая пастелька. Так вот, мы решили взять желтый гель-лак и нанести его в 2 слоя. Для того, чтобы получить плотный красивый желтый оттенок, нам его пришлось наносить в 2 довольно-таки плотных толстых слоя. И, к сожалению, у нас он не просох. Здесь может быть несколько причин. Либо что-то с моей лампой, но нет, все хорошо, я проверяла, все отлично, остальные гель-лаки сохнут, значит, эту причину мы сразу же отметаем. Вторая причина, и скорее всего именно так это и было. Мы делаем одну руку. Мне очень скучно выдерживать время просушки. Я не выдерживала 30 секунд, я даже не выдерживала секунд 20. Мы вынимали где-то на 15-16 секунде. Обычно для всех гель-лаков этого хватает, но, видимо, для этого гель-лака, именно конкретно этого желтого оттенка, этого оказалось мало. И хоть мы потом помещали руку в лампу на досушку, он все равно у нас не высох. Ну и еще одна причина, конечно же, может быть в толщине нашего слоя, потому что слой мы нанесли довольно-таки плотный. Может быть, нужно было покрывать в 3 более тонких слоя. Но опять же, я не очень люблю гель-лаки, которые надо мазать в 10 слоев. В общем, на этом гель-лаке я поставила себе галочку, что я в следующий раз постараюсь с ним попробовать поработать немножечко по-другому. Ну а тем временем мы рисуем дизайн, и пока мы наш дизайн дорисовали, если кто-то обращает внимание, гель-лак на соседних пальцах желтый у нас поморщинился. Но вернемся немножечко к дизайну. Здесь мы рисуем черной краской геометрические мотивы. В данном случае геометрия наша все, нам нужно сделать что-нибудь быстренькое. Одну руку мы уже сделали, мы уже немножечко подустали, поэтому вторая рука у нас должна быть быстрая, но не менее красивая. Для того, чтобы добавить нашей геометрии яркости, я беру цветные гель-лаки и начинаю из них делать растушевки, разукрашки, что-то интересное, где-то как-то переводить материал в материал, цвет в цвет при помощи омбре, где-то заполняю просто оттенком. В общем, стараюсь сделать что-то, чтобы было безумно интересно и очень необычно. Цвета использую яркие, вкусные, неоновые. И вот он момент, обратите внимание на указательный пальчик, он начал собираться. Именно вот такой вот момент показывает то, что материал у вас не высох, когда материал собирается в гармошку. Мы же тем временем разукрашиваем, как попало, так и разукрашиваем, девочки. Берем, что попало под руку, что нам нравится, и как попало, все это разукрашиваем, потому что будет очень симпатично. Кстати, знаете, что я вспомнила? Еще один вариант, если у вас есть вот такой вот противный неплотный цвет, который очень плохо наносится или который плохо сохнет, его можно наносить на белую подложку. Вот что я вспомнила. В следующий раз именно так этот желтый я и буду красить. Я сделаю ему беленькую подложку, либо сделаю молочную базу под него и буду красить его уже на белую основу. Тогда он будет плотный и красивый.
Мы же тем временем дорисовываем свои геометрические мотивы. Поскольку у нас есть какие-то палочки, у нас есть какие-то уголочки пересечения линий, я решила добавить сюда еще кружочков, точечек и круглых каких-то элементов. А теперь начинается самый трэш. Девочки, если гель-лак взялся, поморщился, вы его положили в лампу и он не досох немножечко, все, досушить его уже не получится. Если у него высохла та толщина, которая способна просыхать, глубже нее он просыхать не будет. Нужно все это снимать и перекрашивать. Это все осложняется тем, что у нас свежесделанный маникюр, очень близко нанесен к кутикуле гель-лак. Это все нужно очень как-то все оттуда выпилить. В общем, это какой-то кошмар. В этом месте матюкалась я, матюкалась клиентка, матюкались все, кто только на это смотрел. По-моему, даже муж, когда монтировал этот ролик, тоже матюкался в этом месте, потому что он его назвал «желтые, а нет, все-таки синие». Итак, достаем этот волшебный желтый цвет чем только можно. И фрезой по коже доставать нам тоже больно, и всем и пилкой доставать нам тоже больно. В конце концов, мы решили сделать следующим образом. Что-то где-то оставить, закрасить сверху более плотным оттенком, перекрыть, скажем так, внахлёст этот гель-лак. То, что на кутикуле у нас осталась какая-то пыль от желтого цвета, она вытрется, и в конечном итоге цвет у нас лег более-менее равномерно, и вот этих вот желтых мест видно не было. Поэтому берем и перекрываем наши ноготочки синеньким цветом. У нас красивые синие ногти вместо желтых. Итак, вот такие ноготки у нас получились. С косяками мы разобрались. Надеюсь, вы теперь тоже знаете, что не стоит опускать руки, можно все аккуратненько переделать. Надеюсь, я сегодня была вам полезна, надеюсь, вы узнали для себя что-то новенькое. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать мне что-нибудь в комментариях. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!